Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о декоративных кустарниках, которые украсят ваш сад, придадут элегантность, уют и красоту. Для создания уютной атмосферы необходимо не просто сформировать красивые клумбы, но и посадить декоративные кустарники. Они помогут вам разделить сад на зоны, сформировать зеленую изгородь. И, конечно же, эти кустарники могут быть различные по высоте, могут быть различные по окраске цветов. Их можно формировать как в одиночных, так и в групповых посадках. Конечно же, это розы, плетистые розы-шрабы и некоторые другие виды роз, которые украсят ваш сад, и причем украсят ваш сад длительный период времени, потому что розы цветут неоднократно. Очень красивое декоративное растение, можно посадить его вместе с другими розами, можно чередовать их по цвету, но, конечно же, условия, которые необходимо обязательно соблюдать, это обработка роз от различных вредителей, от заболеваний, такие как мучнистая роса, пятнистости и так далее. В течение всего сезона кусты роз будут декоративны и красивы. Гортензия – растение прекрасное, декоративное в течение всего сезона. Вначале кусты зеленые, красивые, яркие, затем в июле месяце начинают формироваться огромные соцветия, которые могут достигать до 45-50 сантиметров. Цветут они долго, до заморозков. Среди наиболее востребованных является, конечно же, метельчатая гортензия. Самая, пожалуй, устойчивая к морозам. В начале соцветия у нее белые, кремового цвета, затем начинают розоветь, становятся пудрового цвета, малинового и так далее. Кроме того, можно использовать древовидные гортензии, различные сорта. И, конечно же, гортензии, которые тоже пользуются популярностью, это крупнолистные гортензии. Единственное условие, что в северных регионах крупнолистную гортензию необходимо укрывать, хотя уже выведены сорта, которые цветут на побегах текущего года. Жасмин или же чубушник. Растет он как в полутени, так и на солнце, цветет всегда обильно. Высоту куста имеет достаточно большую. Цветение его зависит от вида чубушника. Может цвести простыми цветками или же махровыми. Единственное условие – это, конечно же, после цветения обрезать соцветия. Можно использовать в качестве зеленой изгороди, можно чередовать с другими красиво цветущими растениями. Барбарисы можно использовать как изгородь, можно использовать их как в одиночных, так и в групповых посадках. Очень декоративные листья имеют различные окраски: зеленую, желтую, салатовую и так далее. Причем к осени, когда листья опадают, на кусте остаются ягоды, которые смотрятся очень красиво и декоративно. У меня барбарисы растут, например, в ракарии. Лапчатка – еще одно растение, которое может служить примером того, как долго и обильно она цветет. Окраска тоже различная. У меня растет желтая, розовая и белая. Также есть и другие окраски растений. По сравнению, конечно же, с гортензиями, это растение сравнительно невысокое и образует достаточно большой куст, объемный куст. Всегда декоративно, цветки держатся очень долго, цветет простыми цветами, но всегда очень красиво, обильно. И, конечно же, тоже советую это растение посадить. Дейция – еще одно растение, которое формирует очень красивый куст. Растет достаточно быстро, образует нежно-розовые, белые, темно-розовые цветы, которые собраны в небольшие кисточки. Но это растение подойдет для более южных регионов. Если же вы его посадите
в более северном регионе, то его придется, конечно же, обязательно укрывать на зиму. Дерен – растение, которое создает красивую изгородь. У меня оно растет в качестве зеленой изгороди. Неприхотливо, растет очень быстро, не требовательно абсолютно к почвам. Красиво смотрится также и в одиночных посадках, в групповых посадках. Цветет небольшими соцветиями, имеет очень пеструю листву, может также быть зеленой, салатовой и так далее. Форзиция – кустарник, который цветет очень такими красивыми ярко-желтыми цветами. Цветки держатся от 2 до 4 недель. Растение любит солнце и не любит избытка влаги. Растение очень красиво смотрится на зеленом газоне в групповых и одиночных посадках. Скумпия – растение, которое просто восхищает неприхотливостью своей, морозостойкостью. Цветет достаточно долго, очень красиво, образует такое пышное облако. Высота растения может достигать до 5 метров. И это, конечно же, надо учитывать при посадке. Любит солнце и возвышенные участки почвы. Конечно же, это растение также можно посадить в качестве изгороди. Будлея – растение, которое всегда декоративно. Единственный его недостаток – это то, что в более северных регионах это растение необходимо укрывать. В этом случае вы получите, конечно же, очень красивое и обильное цветение в виде цветов, щитков различных окрасок. Вот, пожалуй, и все те кустарники, которых я хотела вам сегодня сказать. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.